Можно ли жить без газа? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Подключение загородного дома к магистральному газу не всегда возможно, а порой неоправданно экономически. Какие варианты отопления используются в качестве альтернативных сегодня? На какие критерии выбора стоит ориентироваться? Стоимость газификации участка может достигать 700-800 тысяч рублей, 400 тысяч рублей за трубу до границ участка, плюс 350-400 тысяч рублей за подведение к дому и подключение. Разумеется, такой вариант подходит не всем, а во многих российских поселках, особенно дачных, магистрального газа нет в принципе, но оказывается, выход в любом случае есть. Первое, о чем обычно думает потребитель, стремящийся найти замену голубому топливу, это сжиженный газ – пропан-бутан. Он закачивается в жидком виде в специальные емкости – газгольдеры, откуда потребляется уже в газообразном состоянии за счет внутреннего давления. Похожие баллоны использовались во времена СССР в отдаленных деревнях. Пользоваться газгольдером удобно, однако его установка обходится недешево, требует высокой квалификации мастеров, а затем необходимо своевременное качественное обслуживание. Взрывоопасность сжиженного газа выше, чем магистрального метана. Последний легче, поэтому в случае утечки поднимается вверх, рассеиваясь, либо уходя через вентиляцию. Что касается пропан-бутановой смеси, то она тяжелая и может скопиться, например, в подвале. Именно по этой причине газгольдеры положено устанавливать в специальных местах, под землей, не ближе 10 метров от жилого дома. Сжиженный газ дороже магистрального примерно в 5 раз. Именно поэтому американцы сейчас пытаются посадить Европу на свой сжиженный газ. Именно поэтому они устраивают все, чтобы не допустить наш российский газ в Европу. Кроме того, даже для коттеджа площадью 150-200 квадратных метров потребуется газгольдер объемом около 4000 литров. Стоимость такого агрегата с установкой не меньше 250 тысяч рублей, немало. Электрическое отопление обходится владельцу загородного дома примерно в 7-8 раз дороже, чем за счет магистрального газа. При этом большим плюсом считается по существу отсутствие первоначальных затрат на котельную. Требуется только оборудование для обогрева. Радиаторы, конвекторы, теплые полы. Сравнивая при организации отопления дома, подведения и подключения газа и использования имеющейся электрической мощности, стоит присмотреться к инновационным энергосберегающим системам отопления с применением электричества, но существенно экономящим финансовые затраты на него. Подведение и подключение газа потребует от 300 и до 800 тысяч рублей, а организация отопления коттеджа той же площади энергосберегающими обогревателями обойдется в 3-5 раз дешевле, да и счета за энергопотребление будут приемлемыми. По расчетам специалистов, высокие первоначальные затраты на организацию газового отопления окупятся только после 15 лет эксплуатации. Еще выгоднее установка энергосберегающего отопительного оборудования там, где газ отсутствует и не предвидится. Отопление электричеством возможно, если на дом выделено даже 5-7 кВт, хотя, конечно, при подборе комплекта энергосберегающих обогревателей необходимо учесть не только площадь дома, но и качество его утепления, количество, площадь и модели окон, конструктив кровли и так далее. Существуют варианты отопления загородного дома дизельным или твердым топливом. При последнем плохо то, что невозможна автоматизация, следовательно, необходимо присутствие оператора. Дизельное топливо тоже не очень распространенный сегодня способ, к тому же дизельное топливо очень и очень дорогое. Что касается таких систем отопления, как тепловые насосы, солнечные батареи, то они могут использоваться в наших широтах в качестве дополнительных, а не основных. При этом затраты на запуск теплового насоса весьма существенные. Возможны также комбинированные варианты отопления, при которых один источник тепла основной, а другие запасные или дополнительные. К какой бы системе теплоснабжения ни склонялся владелец загородного дома, перед покупкой оборудования стоит профессионально рассчитать энергопотребление и финансовые затраты. На выбор способа отопления оказывает влияние очень много факторов. Рядовому пользователю трудно учесть все, а затраты на создание проекта отопления может покрыть будущая экономия. У потребителей, незнакомых с последними достижениями в области энергосбережения, бытует мнение, что энергоотопление – это дорого.
Однако специалисты знают, что при грамотном подходе к выбору современного энергосберегающего отопительного оборудования можно достичь до 30% экономии затрат. Итак, если в поселке нет магистрального газа или его подключение обойдется слишком дорого, в качестве альтернативного источника тепла может использоваться, например, сжиженный газ. Он дешевле электроэнергии, однако создание системы на этом энергоносителе сопряжено с большими начальными затратами. Покупка и установка емкостей для хранения, создание котельной, распределительных устройств и так далее. Несмотря на то, что электричество дороже магистрального газа примерно в 10 раз, а сжиженного в 3-5 раз, этот вариант интересен тем, что требует минимальных первоначальных затрат. Фактически нужны только радиаторы, кабели теплого пола. Целесообразность использования той или иной системы отопления обусловлена режимом эксплуатации объекта, постоянное проживание или сезонное, в качестве дачи выходного дня, площадью коттеджа, предполагаемыми энергозатратами. В конце концов, вы всегда можете построить обычную кирпичную печь и наслаждаться теплом русского дома. А как вы обогреваете свой дом? Автор статьи Вадим Алексеев. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.